Привет, меня зовут Николай Грунин. Я музыкальный журналист, автор одноименного телеграм-канала и по совместительству начинающий музыкант. Около года назад я переехал в Белград. Это место с совершенно уникальной атмосферой и важный европейский культурный хаб. Десятки русскоязычных музыкантов пытаются найти свое место на музыкальной сцене Сербии и Европы и вдохновляются богатой местной культурой и концертами мировых звезд, которые регулярно проходят на различных площадках Белграда. Оглядевшись по сторонам, я решил, что я хочу зафиксировать этот момент в своей жизни и поговорить с музыкантами, которых слушаю сам, о том, как они находят себя в этой новой реальности, о том, какие перед ними стоят вызовы, откуда они берут вдохновение, а самое главное, как в 2024 году устроена эта музыкальная комьюнити и как мне стать его частью. Мой первый собеседник — Саша Гагарин из группы «Сансара». Саше не впервой изобретать себя заново на новой географической локации. Раньше он называл своим домом Екатеринбург и Москву, сегодня домом для него стал Белград. Саша, как ты нашел эту студию? По-моему, это был май 22 года. Женя Попова здесь записывала аккордеон. И когда мы играли концерт в июне с Вадиком, Женей и со мной, да, Гагарин, Королев, Попова, у нас был такой концерт в Белграде, первый, мы пришли в студию к Драгону. Все. Подвал. Все, как мы любим. Я на самом деле просто помню, что мое практически первое воспоминание о Белграде мне, когда я приехал, срочно требовалась студия. И я прочитал твое сообщение в чате, по-моему, «Музыка Сербии», где ты написал о том, что есть такая замечательная студия. Или в Бродягах это было. Или в Белградских Бродягах, да. Что есть такая замечательная студия. Телеграм-канал, чат. Есть такая замечательная студия, она такая ламповая, там такой замечательный вот есть Драгон. Что там можно пить ракию, что там как-то все очень по-домашнему, по-семейному. Как ты считаешь, эта студия, она чем-то отличается от тех студий, в которых ты в Москве работал? Да, дело не в этом. Мы же назвали группу «Сансара», и время от времени все повторяется, конечно, не так, но иначе. Но есть какие-то общие вводные, общие показатели. Вот. Дело в том, что «Сансара» как группа началась тоже примерно в таком месте. В Екатеринбурге была студия «Вавилон Звук», «Вавилон Саунд». И вот так же примерно это все и происходило. То есть был подвал, был человек, который душа места, гений места. Вот. И мне, конечно же, учитывая, что все началось опять сначала, по-другому, но сначала, какие-то общие точки существуют. И, конечно, было радостно открыть это место, потому что каким-то образом оно возвращает тебя в то время и в то состояние, когда тебе было уютно, близко, как ты говоришь, лампово и так далее. Есть какой-то определенной большой степенью доли свободы при работе здесь. Есть ли у тебя какой-то совет тем музыкантам, которые сейчас оказываются вдали от дома, в новых городах, как можно было бы найти такое место, которое стало бы местом силы, какой-то базой в новом городе? Слушай, я думаю, что у всех свой путь, своя история, свое развитие и так далее, и так далее. Важно вытаскивать себя за волосы, как Мюнхгаузен, и свою лошадь, и самое главное, и других. Вот это в книжке не написано, но здорово. То есть это такая метафора чего-то невозможного, но возможного. Вот. И, соответственно, как уже в фильме говорит герой Мюнхгаузена, Янковского, каждый мыслящий человек просто обязан время от времени вытаскивать себя за волосы. Вот. Поэтому это не важно, где это происходит, в студии или в каком-то другом месте, или в кругу совсем других людей. Но вот это состояние, постоянная работа в данном случае над собой, она очень важна. Вот. Поэтому, если ты это делаешь, то неважно, где ты находишься, у тебя более-менее будет получаться.
А в этой же студии свой акустический альбом записал Вадик Королёв. Вадичек, да. Ты его сюда привел, правильно? Привел, да. Привел, сказал, что поскольку сейчас все барды и все стали играть очень много под гитару в силу обстоятельств, а у Вадика это стало получаться хорошо, на мой взгляд. Ну, необычно, он так никогда не делал. Насколько я помню, и не играл песни под гитару массово. Когда у него был концерт 8 июля, по-моему, 23 года, я сказал, давай еще в студию сходим, запишем. А он говорит, да, у меня такие мысли были, и как-то он очень быстро справился, по-моему, часов за 5. А ты вот не хочешь записать акустический альбом? Потому что у тебя же сейчас появились несколько видео, которые ты выложил в социальной сети, с несколькими песнями, которые ты как раз поешь здесь. Мелькает то, что носят на руках. Ну, я для этого и хотел попробовать. То есть вот мы пришли в студию, да, это была история про видео, но я хотел послушать, получается ли у меня. Ну, вот так подступиться. Если я почувствую, что это получается и по-прежнему интересно, то я попробую это и дальше, и уже без видео, только со звуком, и только конкретно про альбом. Но у меня выходил альбом «Пионер», назывался, Саша Гагарин. Может быть, такой есть смысл записать следующий. Но я в большей степени болею не песнями. Песни под гитару я всегда успею записать, а вот сделать релиз, который отражает мое нахождение здесь и вообще как-то запечатлеет всю музыкальную обстановку вокруг, в том числе и задействуя музыкантов классных, которые здесь оказались, и место, и студию, в данном случае Драгона, то вот это меня больше всего беспокоит, и поэтому я бы хотел так, более полноценную песню создать, альбом. Но я об этом давно думаю, да. Я думаю, что получится. Обязательно должны быть какие-то люди рядом с тобой, или ты можешь все сейчас уже создавать самостоятельно? Ну, До удовлетворительного уровня доводить? Вот. Не, я ничего не умею. Не умею, могу только под гитару играть, не очень хорошо играю на гитаре, но этого достаточно, чтобы производить какое-то впечатление на самого себя и на пространство вокруг. Вот, это касается акустических выступлений. А в целом, конечно, я очень сильно завишу от людей, я это знаю, но это и прекрасно, в этом и смысл, чтобы зависеть от людей. Твои альбомы менялись в зависимости от того, какие люди приходили Конечно, и уходили вот в это конечно, сообщество. Да, абсолютно точно. Феликс Бондарев — это одни альбомы, Антон Макаров — другие. Мы, как 4 человека с самого начала, первый состав, третий и так далее, конечно. Потом Сережа Данилов, Spoken Word альбом 4, ну, и это супер. Как ты оказался в Белграде и что такое для тебя Сербия? Вот так. Так, Белград. Я оказался в Белграде 5 марта, но еще без какого-то решения здесь остаться и жить. Хотя мы этот город вместе с Сашей, моей женой, знаем уже лет как 5, потому что ездили сюда ранее и достаточно к нему прониклись. Более того, я любил Павича, ну и люблю, и достаточно как-то, наверное, смотрю на этот город именно глазами его романов и повестей, и через его этот магический реализм. Вот. И считаю, что здесь разлита любовь в воздухе, я так это ощущаю, прям я чувствую. Но стали жить мы только через полгода, потому что были полгода в Черногории, и с августа 22 года у нас появился новый дом. Ты российский музыкант, который сейчас, вследствие определенных причин, находится вдали от своей основной аудитории. Расскажи, как это влияет на твой творческий процесс и на твои планы. Ну, во-первых, у меня нет острого ощущения, что я вдали. Конечно, ситуация несколько иная, чем была у мигрантов там столетней давности, потому что есть
возможность общения, есть интернет, есть постоянная связь с близкими, друзьями и знакомыми. При этом у меня не было каких-то там стадионов, о которых я могу сокрушаться, не имея их в настоящем. Вот, поэтому я бы не сказал, что меня это сильно поколебало, что ли, или как-то выбило из колеи. В каком-то смысле я понимаю, что если бы все вернуть на круги своя, и вернуть все как было, да, там, в политической ситуации и так далее, я бы оставил свои, как база Белград, потому что чувствую себя на месте и чувствую себя дома. Вот. Так что здесь какой-то трагедии, может быть, она еще не до конца осознанная, но вот сейчас, в данный момент, я ее не ощущаю. А в творческом плане у тебя выходили синглы за это время, у тебя планируется концерт с полным составом, ты ездишь и ездил, и здесь в Белграде выступал. Чем это отличается от процесса, который был? Ну вот, как раз хотел сказать, что концертов в сущности стало больше. Да, они достаточно скромные в целом, но пронзительные, отчаянные. Это большое количество городов, самых разных, в которых я никогда не был. Для меня это действительно открытие мира. Плюс, наверное, да, вот это желание достаточно часто выпускать релизы, чтобы не ждать, когда у тебя выйдет альбом и так далее, а пользоваться какими-то минимальными средствами, большим количеством знакомств, именно музыкальных, и выпускать песни гораздо чаще, там, ну вот раз в 3 месяца, чтобы выходил сингл. Вот, потому что, наверное, да, единственный минус это то, что на расстоянии, если ты продолжаешь работать с кем-то, кем ты было привычно работать, встречаясь, сейчас люди в разных концах земли, чуть медленнее это происходит. Ну, тут надо просто немножко, опять же, сербский вайб помогает, потому что полако одно дело в день. Полако это слово полегче, ну, не спеша. Поэтому ты как к этому привыкаешь, но продолжаешь деятельность монотонно, постоянно, потому что это видишь в этом необходимость и для себя, и для других. Твоя квартира в Белграде стала своего рода легендарной точкой притяжения. Вот кого я только здесь не видел в весенний, летний, осенний период. Все собираются, поют песни, хорошо проводят время. Есть ли какие-то люди, которых бы ты хотел сюда пригласить, но еще этого не сделал, и которые здесь еще не побывали? Ну, я, конечно, не думаю, что это прям вот так, как ты это сейчас рассказываешь. Естественным образом оказался круг близких, друзей, знакомых в Белграде. И вот на этот период, весна, лето, осень, достаточно теплых в этом городе, мы естественным образом сталкиваемся, собираемся здесь. И всегда это очень разные люди, и было очень много именно знакомств впервые, поэтому и я не знаю, кто бы это мог быть, потому что достаточно само собой происходит. А ты на Монеточку ходил, когда она приезжала? Да, были. Как тебе, понравилось? В целом очень. Мне, опять же, такое количество концертов, как мы увидели в Белграде, я не знаю, давно не ходил на такое количество артистов. И в целом все концерты для меня в каком-то смысле открытие, потому что это и опыт не только музыкальный, а уже эмоциональный какой-то, поэтому и Монеточка, и Мгзавреби по-новому для меня были, открылись, и СБПЧ, и Леня Федоров, ну то есть и ДДТ. Вот. Но это что касается артистов именно наших, русскоязычных, но вот летом приедет Смайл, Смайл и Том Йорк, тоже большая радость, собственно. О, Тома Йорка ты хотел бы сюда привезти, да? Скажи честно, ну скажи. Ну надо же все-таки чем-то завершить. Да, давай хорошо. Тома Йорка скажем. Да, вот да, Тома Йорка хорошо, будем Том Йорк. ждать. Maybe.
Том Йорк непростой, знаешь, там как бы. Ну, просто посидит, помолчит, как бы, собственно, и все. Мы Скажет, ну зафиксируем. вы мудаки, блядь. Я пошел отсюда. А этот еще английский плохо знает. Кошмар, да. Зачем с вами разговаривать? Тебя слушают сербы? Они приходят на твои концерты? Ну, вот когда мы играли концерты, и сербы приходили, им это все нравилось, хотя они не понимали, что происходит. Но это было и во Франции, это было в Амстердаме. У тебя есть цель, чтобы иностранцев на твоих концертах стало больше? Да, в общем-то, какой-то супер цели вот такой, ну, наверное, нет. Но что касается сербского языка, я точно знаю, что буду использовать какие-то фразы в песнях. Это может быть как рефрен или что-то еще. И я эти фразы уже знаю. Более того, одна из целей 2024 года все-таки приблизиться к новому альбому, который будет называться «Облакодар». Это в переводе сербского «небоскреб». Не знаю, почему мне так нравится слово. Я подумал, что если слово, название альбома есть, то, соответственно, альбом... Облакодер, получается. Да, облакодер, да. Небоскреб и облакодер. Вот. И это все приблизит сам альбом. И хотелось бы его записать именно с теми, кто здесь, чтобы зафиксировать этот момент состояния того, где мы оказались, нашей новой жизни, окружения нашего, близких музыкантов, с кем мы сталкиваемся на улицах, в барах, и как-то, чтобы это и музыкально стало чем-то какой-то новой страницей. Ну-ка, просто какая-то новая музыка получилась. У меня такой вопрос, который связан с одним из синглов, который... Нет, извини, по-моему, это синглом не выходило, но это последняя песня, которая на данный момент присутствует у тебя в социальных сетях, которую ты снял и выложил. Это «Алкоголь. Москва. Круглосуточно». Ну вообще она в сущности одна из последних, да. Ой, не строй ты мне глазки к вечеру, вся война твоя желчью в печени. Ох, не делай ты губки уточкой, алкоголь, Москва, круглосуточно. Вот для меня всегда творчество группы «Сансара», оно существовало, скажем так, параллельно повестке. То есть я не знаю, как это для тебя, возможно, ты что-то там вкладывал, совершенно конкретные какие-то вещи, но когда я слушал все творчество группы «Сансара», мне казалось, что у вас как таковых таких, знаешь, социальных песен нету. А вот это в какой-то степени похоже на то, что можно было бы назвать такой социальной песней. Расскажи, как она тебе далась и как ты ее написал. Ну, у нас нет, условно, плакатных социальных песен, да, ну, я так не умею. Но вообще после начала войны мне казалось, что каждая песня, собственно, в каком-то смысле иллюстрирует и повестку, и ситуацию. Ну, может быть, она описывает переживания такие экзистенциальные, ну, там, не человеческие переживания в связи с тем, что происходит, а не саму повестку. Вот. А что касается «Алкоголь. Москва. Круглосуточно», там очень просто. Мне приходили сообщения в WhatsApp, и до сих пор приходят. Видимо, мы пользовались этой услугой, доставка алкоголя после 12. Вообще алкоголя доставка вообще в Москве запрещена, если ты забыл это. В Белграде можно, в Москве нельзя. Ну да, да, поэтому и приходит. Видимо, в базах остался, причем номер совсем уже другой, но все равно приходит. Когда это было часто здесь, не без влияния Вадика Королева, который в этот момент писал в Белграде свой акустический альбом, ну, сложились эти строчки, и песня сложилась. Особенно еще это было в момент моего приезда в Екатеринбург в августе этого 23-го года. Ну и все совпало. Но опять же, «Алкоголь. Москва. Круглосуточно», она для меня не является тоже такой прямой песней. Она могла бы быть спета еще и 2 года назад, 3, ну в теории.
И вообще про общую историю страны, скорее, а не то, что сейчас. Но ты же понимаешь, что это очень злая песня. А кто скажет, мальчик поет девочке, собственно. Я думаю, что каждый смотрит на песню сам. Наверное, она глубинно, очень, если глубоко на нее смотреть, она, да, наверное, она с толикой зла, да, есть там такое, но до этого надо еще как-то добраться. То есть я даже сам, наверное, этого не чувствую. Ну ладно, по строчкам мы ее разбирать не будем, это я просто свое ощущение тебе сказал, на мой взгляд, это было... Я немножко был шокирован, когда я от тебя услышал, потому что она, с одной стороны, не в плохом смысле, но приземленная, и как будто бы очень о каких-то конкретных явлениях. Но, может быть, ты прав, что на самом деле это я в это вижу. Да, потому что мы так, да. Как ты думаешь, ты когда-нибудь еще сыграешь в России? Я думаю, что это, конечно, случится рано или поздно. И не только со мной, но и другими музыкантами, которые уехали. Но это в большей мере вопрос территории, а не слушателей. Поэтому в целом это не очень важно, где мы находимся и где мы поем песни, потому что люди примерно одни и те же, по крайней мере, слушают и воспринимают эти песни. То есть я бы очень хотел сыграть концерт в Екатеринбурге, поскольку у меня не получилось это сделать в августе. Но ровно так же я рад своим концертам, которые у меня сейчас есть. Саша, мы с тобой встречались 2,5 недели назад, и это было накануне твоих гастролей в Европе. Ну, мини-тур, да, такой. Как он прошел, какие-то особенности, какие-то особенные концерты, что-то, твои впечатления от того, как ты съездил сольно? Ты, кстати, ездил до этого сольно? Ой, да, много раз и часто играл акустики, и, в принципе, понимаю, как это происходит, но это были достаточно такие пронзительные, яркие. Вообще это не про концерты. Да, ты спел, что-то произошло, но все самое главное для меня начинается после концерта, когда ты знакомишься с людьми. Поскольку это небольшое количество человек, это 30, 40, 50 человек максимум. И ты можешь после концерта достаточно большим количеством познакомиться, что-то узнать у них, почувствовать их. То есть это такие, не знаю, как сказать, концерты такой социальной функции или антропологическое исследование, если угодно. Мне просто интересно, как живут люди, чем живут, как они себя чувствуют, какие у них смыслы. Вот. И это мне в большей степени интересно, чем даже сам концерт. Что было особенного в вот этой серии концертов, которую ты провел сейчас? Ну, вот как раз была история был концерт в Риге, 2 концерта с Алексом Дувасом, как раз в тот день, когда все узнали, что Алексея Навального убили. И, казалось бы, сложно войти в это состояние повседневности в плане концерта. Но когда все закончилось, мы вместе с Алексом поняли, что это очень было нужно в первую очередь нам, и это позволяет как-то сохранить себя. А на следующий день, через 2 дня, был концерт в Таллине, и мы встретились с Женей Федоровым, группа Tequila Jazz, и он живет в Таллине, и он как-то прямо мне сказал, то есть это твоя практика, твои концерты, ты должен это практиковать, несмотря ни на что, и вот это мне очень сильно меня как-то так вдохновило. Я и сам примерно то же самое чувствую, но когда тебе говорят это со стороны, это становится более очевидно. Вот. Так что это такая была поездка утверждающая, самоутверждающая. Это было важно именно в первую очередь для меня. Денег удалось заработать? Да. Это все было в плюс. Понятно, что если бы у нас было там 2 или 3, это были бы совсем другая экономика. Но вот в таком режиме это вполне себя оправдывает. Поправь меня, если я не прав.
кажется, что ты в основном начал играть акустические концерты, такие сольные, во время пандемии. Или нет? Нет, во время пандемии я стал играть онлайн-концерты. Онлайн, да? Да, я придумал, когда все, казалось бы, это общая история, онлайн-концерты, но я придумал играть концерты для небольшого количества людей, там одного, двух, трех компаний, повод, день рождения, собрались просто так, и с обратной связью. То есть я играю и сам задаю вопросы, мы знакомимся, у нас есть 1,5 часа, и мы как минимум расстаемся хорошими знакомыми. И именно пандемия и этот формат показал, какая-то рабочая история, потому что концерты были от Владивостока до Канады, их было очень много. И странно, что этого не было как-то придумано ранее, потому что и с начала войны тоже начал их играть, уже совсем с другими настроениями и другими смыслами. Вот. Очень классно, такая психотерапевтическая музыкальная история. Ты по-прежнему сейчас готовишься к концертам 4 апреля? Да. Так. Концерту. Концерту 4 апреля, да. Можешь рассказать, как конкретно будет происходить твоя подготовка? И, может быть, есть ли у тебя планы уже на после 4 апреля? Но этот концерт немножко странный, потому что он с составом, с которым мы не играли уже почти 2 года, и, наверное, это что-то не про настоящее. А я бы хотел привнести в этот концерт именно то, что меня окружает, людей, новые знакомства, новую музыку, новые песни. У нас не будет много времени, чтобы подготовить полноценно какие-то именно новую программу, но благодаря тому, что здесь и Женя Пьянков, что приедет Феликс, с которым мы попробуем что-то записать новое до концерта, и это все отразится на сцене. И даже без этого, я думаю, будет интересно и ярко, и как-то мощно. Но хотелось бы, чтобы для меня это имело такую ценность про здесь и сейчас. Если человек ни разу не слушал группу Сансара, с какого альбома ему нужно начать? Очень здорово, что у сообщества Сансара, я называю сообщество, а не группа, есть возможность подойти к разным людям, потому что все люди разные, с отдельными пластинками. Кому-то я могу предложить альбом «Пожар», это spoken word, записанный Сережей Даниловым, нашим другом. Spoken word — это когда просто читаются тексты под музыку, и мы, собственно, там даже нет моих песен, одна. А кому-то я могу предложить альбом «69». Это такой, как кто-то сказал, «Радио Африка 2000-х». Вот, я вспомнил. Да, и это приятное сравнение. И там много каких-то достаточно авангардных сюжетов в музыке. Кому-то, я сразу скажу, игла, потому что такой рок, гитарный и так далее. Кто-то полюбит более винтажный последний альбом, вот на данный момент «Станция отдых». Поэтому круто, что эти альбомы так различные, и есть что предложить, кого ты встретишь, поняв по человеку, что ему лучше подходит. Ты говорил про разные альбомы, с которых ты рекомендуешь начать людям слушать, но ты тогда не упомянул мой любимый альбом «Сансара», который, на мой взгляд, является как раз квинтэссенцией такого подхода, когда очень много людей, и от каждого что-то, от кого-то вокальная партия, от кого-то текст, от кого-то аранжировка, от кого-то там игра на инструментах, то есть и каждый трек совершенно разный, ни один из них не похож на другой. Ты мог бы немного рассказать об истории создания этого альбома? И дальше у меня будет следующий вопрос, который тоже с этим связан. Да, все примерно так же, как сегодня. Просто оказалось, что группы на тот момент, которая существовала, больше нет. Там в силу, опять же, не того, что я там что-то распустил, или так получилось. Это личные обстоятельства участников. Вот. Но я решил, что нет, я не буду даже отменять концерты. И стал искать способ, чтобы их играть, и откликнулись эти ребята из Перми «Марсу нужны любовники», Ваня Старцев, Сережа Кузнецов. И мы вот таким теперь, как это называется, не группа,
ну, когда лайвы-то играют, такой состав. Ну, в общем, не живой состав. С плейбэками, с Живой состав. танцевальный, да. 2 года играли. И, соответственно... потом Если появился он был не Феликс. живой, подожди, значит, играли в студии. Нет, играли концерты, были в Риге, в Таллине, на пикнике Афиши тогда были, и выводили на сцену всех, кого можно. Ну, то есть как раз была, это скорее такие хэппининги были, ближе к такому как это сказать? Акционизму. К акционизму, да. Песни оставались, но тем не менее мы обставляли это как-то какими-то несколько иначе, чем до. Вот. И сразу же появились, конечно, новые люди. Плюс я тогда работал арт-директором клуба Дваку, Горностай. И это новое общение, новая тусовка, электронные музыканты. Куча, тоже похоже на сегодняшнюю мою жизнь в Белграде, потому что примерно то же самое происходит. Ты предвосхитил немного мой вопрос. Угу. Я хотел спросить, похоже ли это на то, что происходит сейчас, и ты сказал, что похоже. Да, очень. Можно ли из этого сделать вывод, что вот это вытаскивание себя за волосы, про которое ты раньше говорил, оно все-таки во многом связано с тем, что ты приезжаешь, ты находишь каких-то своих людей, и вы вместе друг друга вытаскиваете? Ну, я и говорил, что не только себя, и других, да, про это не сказано, но в первую очередь, наверное, в том числе и об окружающих тоже есть смысл думать. Да, ты сказал, я говорю, да. Расскажи еще немножко про твои сборные концерты, которые ты здесь устраиваешь буквально с первых месяцев, как здесь пребывания. Сначала это было там в клубе «Любичица», потом это в других клубах было. И как на сцене оказались в основном музыканты из Сибири и Урала? Ну, по поводу того, что все уральские музыканты, это случайно вышло, мы об этом не думали. Просто потом такие, это Челябинск, это Пермь, это Екатеринбург. Просто случайно вышло, и мы порадовались этому факту. А по поводу собираться, ну, это какое-то естественное желание быть вместе, когда вот так вот все происходит. Не поодиночке, а как-то более сплоченно. А планируешь продолжать этот формат? Ну да, почему бы нет. Получилось. Во второй год как-то было еще более воодушевляюще. Мне понравилось. Может быть, так в кадре взять, а не так стоять? Драган, расскажи про способы и поводи для употребления ракии в Сербiji. Pa rakija se pije i obično u društvu. Može i da se ima neki specijalni povod kao što su razne proslave ili mada neko koristi čisto da bi radio. Neki ljudi počnu od ranog jutra uz kafu i pijuckaju onako polako i kako se zove, da bi uživali u ukusu rakije, a neki vole da mu ga daju odmah, da se odmah napiju i onda dan postane katastrofa. Mislim, ne postoji neko sad specijalno tradicionalno pijenje rakije, uglavnom je to u društvu, jer ako pijete sami, to onda znači da nešto nije u redu sa vama. Помогает ли ракия находить общий язык с русскоязычными музыкантами? Pa volimo da popijemo rakiju kad radimo, jer malo se oslobodi i trema i sve, kako se zove, nekad nešto i pogrešimo prilikom snimanja, ali nema veze, sve to deo tog procesa degustacije rakije i rada u društvu i ne znam što još da kažem, mislim. Imamo neki dobri osjećaj. Pa da, mislim, posle rakije uvijek dobar osjećaj. Naročito kad se probudite sutradan ujutru. Ok. Evo. Sad ćemo... Welcome. Okay. Živjeli? Bitno je da se pogledamo u oči kada nazdravljamo. Tako da, to je jako bitno. I onda Надо сказать, что когда мы говорим раки, у многих наших
знакомых, тех, кто не были в Белграде и в Сербии, сразу ассоциация с раки. С турецкой, мне кажется, да, ракы. анисовой, это совсем не то. Имейте в виду, нет, это не про это. Саша, а теперь давай ты расскажи про свой опыт с раки, когда ты ее попробовал вообще. И Во-первых, не надо говорить, его нравится. употребляют. Мне кажется, это как-то неуважительно по поводу к напитку. Вот. Поскольку я всегда говорю, что в Белграде любовь разлита в воздухе, так я чувствую, когда я хожу по улицам, и мне это понятно, близко и тепло, то раки это вот осязаемый, как нектар этой самой любви. Вот. И то, как сербы относятся к этому напитку, только это подтверждает. Ну, наверное, вот эти 2 года нас этот напиток сопровождает. Иногда в большей степени, иногда в аккуратно меньшей. И этому я очень рад. Да, есть разные виды раки. Есть шлива, дуня, Кайсия, яблоко, кружка. Вильямовка. Да, вильямовка. Это все зависит от того, на чем она сделана. Да, есть 5 классических вкусов. Многие и говорят, что это вариации. близко к шнапсу, ну, собственно, дистиллят. Ну, шнапс обычно из персика, а здесь из абрикоса, да, есть разница. Но вообще-то классический, мне кажется, скорее слива и дикая груша, которая Да, дуня. моя любимая ракия шлива. Шлива. Ja volim sve rakije. Тебе известен хотя бы один человек, который пришел к группе Сансара через Басту, а не наоборот? Нет, я не знаю таких людей, но я очень часто встречал еще в России, когда общался с таксистами, ситуации, когда человек мог сказать, я там слушаю условно Лепса и Сансара, вот 2 моих любимых артиста. Поэтому, или у нас был случай, когда Ваенга приходила на наши концерты. Причем это были маленькие камерные концерты. Я помню, что у меня в Екатеринбурге акустика была. Сейчас у нее... Ваенгу отменяют, смотри. Вот прям вот ты сейчас рассказываешь, прям сразу ба! Ну, а она пришла на концерт через день после своего, то есть целенаправленно и так далее, и так далее. Вот, поэтому тут, конечно, пути неисповедимы, и музыкальные вкусы людей могут быть очень непредсказуемыми, ну, для меня, по крайней мере. А ты относишь Сансар к русскому року? Это словосочетание достаточно странное, но очевидно, что многие сразу быстро в голове соотнесут туда название группы только по принадлежности к географии. Но музыкально тот же альбом, который я упомянул, «Радио Африка» у «Аквариума», мне кажется, его нельзя отнести к русскому року. Это такой world music. Ну вот, видишь, а кто-то бы сказал, что наоборот, это краеугольный камень русского рока. Ну, это вопрос определения, ничего больше. Если я тебя сейчас попрошу назвать 3 самых главных альбома русского рока, с твоей точки зрения. Ну, Какие ты назовешь? да, я бы сказал бы какая-нибудь «Радио Африка» или там «Дети декабря». Ну, «Дети декабря», например. классный альбом, Да. «Дети декабря». Да, потом это «Прыг-скок» Егора Летова. Да, это у меня также. Так. Да, а вот третий постоянно меняется. Ну, то есть сегодня я слушал, как ни странно, «Мегаполис» альбом. Вот. Завтра это будет «Хвостенко», «Прощание со степью», например. Потом «Аукцион», конечно, мы взяли туда. Ну и так далее. Вообще выбирать, конечно, 3, 10. Это такая история. Для меня не очень жизнеспособна, потому что все меняется. Ну, я тебе могу сказать, какие у меня 3. Давай, какие? Вот. И ты это как-то попытаешься, может быть, с собой соотнести. Мне очень нравится альбом «Полундра» группы «Ноль». Отличный, да. Вот. Это очень странный альбом, мне кажется, он такой изломанный, записанный человеком на грани там какого-то помешательства. И самое главное, что он был записан на фоне того, как и вся страна находилась на грани такого же помешательства. И это классно иллюстрирует, мне кажется. И мне еще нравится... Мне очень нравятся звуки Му.
Мне кажется, они так и не Не записали очень ты говоришь идеальную нравится, пластинку. ты не говоришь, что лучше. То есть тут можно менять постоянно. Каждый день у тебя может быть новых 3 альбома. Ну, это я просто подводил к тому, что мне нравятся звуки Муну, я их туда не отнесу, потому что они так и не записали, на мой взгляд, какую-то квинтэссенциальную запись. Мне нравится больше всего альбом «Транснадежность», но как бы он там завершающий, он не такой, может быть, классный по звуку, там нет каких-то хитов, известных всем. Вот. Но, наверное, я бы еще назвал русский альбом БГ. Ну вот. Видишь, у Бориса Борисовича много вариантов. Ну, сложно обойти его, да, безусловно. Расскажи немного об этой студии. Pa studio otvoren pre jedno 6-7 godina privatnom inicijativom. Mislim, mi se uglavnom bavimo underground muzikom. I sad ovde ne dolazi neka poznata imena. Čak i kad dođe neko, onda se neko samo sprema za koncert pa održi neku probu. Ali generalno uglavnom radimo sa underground ljudima koji rade neku lo-fi muziku i ne znam. Kao Crno dete? Kao, na primjer, Crno dete i tako dalje. Mislim, Triko, Ljubavnici. Ima više bendova sad. Держать андеграундную студию в Белграде, как это с точки зрения финансов? Pa, novac nije nekako primarni, kako bih rekao, primarni cilj. Više je da sve ovo postoji i da se dešava baš u ovakvim vremenima u kojima živimo. Mislim, teško je, naravno, ne zarađujemo novac od muzike, mislim, to je jako sitno, tako da više je onako iz srca radimo stvari, pa... Tako da, zato mi je drago da pomognem i ruskim muzičarima, naročito ovima koji su malo manje poznati i super je da napravimo neku saradnju zajedničku i to nam je više bitnije nego zaraditi novac. Ali sad opet novac mora da postoji jer da bi ovo sve postojalo, tako da tu smo negde na pozitivnoj nuli. Смотри, это вопрос такой сюрприз. Я думал, уже был сюрприз. Нет, сюрприз пока не было. Я хочу, чтобы ты послушал сейчас мою песню, которую ты никогда не слышал, и прямо вот сейчас сказал, что ты о ней думаешь. Опасный трюк. Опасный трюк. Да. Но если ты скажешь, что говно, я к этому готов. Мне как бы... Ну, я так не умею высказываться. Давай, если я ничего не скажу, это Да, как раз плохой сигнал. Можешь просто промолчать, Да, сказать, да, ну понятно, да, Да. вот так вот. Ну, а как ты включать будешь? А вон я наушники принес, давай. у меня здесь. Давай. Что это было? Если все, как ты говоришь, то почему? Внутри себя я кружусь, как в трансе. Внутри я кружусь, как в трансе. Как красиво. Что остается после утраты? Дорога покрыта обрывками ваты, другие деревья, не те, что Слушай, ну мне когда-то. нравится. Неузнаваемый вид из окна после утраты достанется. И здорово... Ты- Нажми на паузу. Мгм. Да. И здорово, что там не всю песню поешь ты, именно вот в этих частях появляется женский вокал. Я правда так не умею, потому что это скорее речитатив. Не сказал, что говно, видишь? А. Да. Поэтому все Повезло. отлично. Нет, я считаю, что это очень талантливо. Спасибо. Спасибо тебе, спасибо, что оценил. Сложно, как ты думаешь, будет играть с чуваками, с которыми ты не играл несколько лет? Ну, это как раз для меня не очень, 2 года всего, а даже меньше. И для меня это не сильно большая проблема, потому что мне кажется, что мы так долго и много играли вместе, что это все вспомнится буквально там за 2-3 репетиции, которые вот будут здесь. То есть ребята приедут раньше. Тут скорее вообще какое у тебя отношение теперь к песням и к такому формату. И мне интересно вот именно для себя понимать, что произойдет, какое будет послевкусие, как ты будешь к этому настроен. И это такой, в первую очередь, важный для меня концерт, конечно. Последний вопрос, Да. чуть в продолжение предыдущего.
Сейчас об этом много говорят и много пишут различные музыкальные критики, не только музыкальные, про некую разницу культурного поля людей, которые уехали за границу, и людей, которые остаются в России. Вот ты не боишься, что, грубо говоря, приедут люди, которых ты не узнаешь? Нет, ну, что касается людей, с кем я общаюсь, то тут все в порядке. Это вопрос первого часа общения, второго часа общения, там, не знаю, если угодно, третий стопки раки, там, ну, это все быстро решается. Что касается вообще, в принципе, слушателей, то да, наверное, это все-таки будет, учитывая, что у меня достаточно не сильно оптимистичный взгляд на все, что будет в будущем. Я думаю, что это еще будет, это расслоение будет расти, но у меня нет никакого другого варианта, как быть тем, кто я есть, соответственно, писать песни, быть самим собой, как это не банально звучит. Поэтому, ну, собственно, что? Вот идет дождь, например, ну он просто идет, ты не можешь к нему как-то относиться. Так же, ну, возьми зонтик, или не выходи из дома, или что-нибудь еще придумай. Поэтому это какие-то такие явления природы, скорее, которых никак не избежать. И поэтому я готов быть просто наблюдателем. А все, что я могу на самом деле, это просто, наверное, что-то менять в себе и как-то работать с собой. Это единственная честная, на мой взгляд, позиция. Без советов к остальным, без осуждения остальных или наоборот похвалы кому-то. Вот, поэтому здесь я как-то для себя решил. Ты работаешь с Сашей Гагариным? Да, я работаю с Сашей Гагариным, и это прям лучшая работа, по крайней мере, честная.